Всем привет! Вы на канале Team Spirit PUBG Mobile, и сегодня наша команда поделится с вами самыми главными секретами, как стать лучшими в этой игре, даже если вы новичок. Поэтому смотрите, наслаждайтесь и берите на вооружение. Если вы только пришли в нашу игру, то я бы посоветовал для начала выбрать любую карту, которая вам нравится, упасть, посмотреть ландшафт, попробовать вообще, как побегать, пострелять из каких-то оружий, вообще вот попытаться освоиться в ней. Падать нужно на какие-нибудь камешки жаркие, чтобы по игре ты был крысой последней. Когда вы перешли на более высокий уровень, попробуйте найти людей, попробуйте поискать места, где их скопление. Обычно это какие-то центральные большие споты, если это ивент, то это ивенты. Лучше всего падать на ивент, там дают карточку жизни. А если закрыть ивент, там дадут целых 2 карточки жизни. Можете попадать туда, попробовать свои силы против других людей. Уверен, у вас все получится. В первую очередь ты должен приземлиться удачно, не упасть, не потерять хп. Затем искать оружие, собирать себе там обвесы и выходить из своего спота. Каска, хотя бы первая, и броня тоже хотя бы первая. Это очень сильно увеличит ваши шансы в любом файте. Поверьте, вы не хотите оказаться в файте без армора, без каски. Когда ты видишь, что с тобой падает на спот, если это один человек, твоя задача падать вместе с ним, включать голосовой чат, включать общий микрофон, убивать его и садиться рядом и говорить, что в ногах, что упал. Но если тебя убили, нужно быстро ливнуть, чтобы не услышать, что тебе говорят. В первую очередь ты должен собрать информацию, куда упали, сколько упало, и уже от этого, отталкиваясь, делать дальнейший план действий. Самое главное — это информация. Встаньте за стену, посмотрите, не торопитесь, посмотрите, какие у вас есть возможности, есть ли у вас гранаты, сколько у вас патронов, какое оружие, работает ли оно лучше на дальнюю дистанцию, среднюю или ближнюю, и отыграйте от этого. Если же вы не уверены в своих силах, попробуйте заставить вашего противника ошибиться. Может быть, используйте смоки в каких-нибудь соседних домах. Ваш враг туда отвлечется, поэтому вы можете сделать свободный килл ему в ухо, и все. Если ты только скачал игру и вообще не вдупляешь, что происходит, то лучше начать с каких-то крайних позиций, где точно будет меньше людей. Даже советую, наверное, падать не на ивент, а куда-то более боковые, спокойно лутаться, убивать там ботов. Все зависит это от тебя. Если ты хочешь поразвивать свой скилл игровой, то, я думаю, нужно падать в мясо. Там ты больше практикуешь свои навыки, там, скилла. Очень большой шанс умереть, и нужно будет ждать, пока следующая игра начнется, терять на этом время. Неинтересно это, короче. Я считаю, что в мясо нужно падать только если вы чувствуете себя уверенно в файте, вы уже понимаете минимально механики игры, обладаете пониманием, какое оружие как стреляет, где быстро найти лут, как быстро захилиться, то есть вот научились всем вот этим мелочам. Это единственный путь к самосовершенствованию. Залутался, нужно дальше смотреть зону, играть от зоны уже. Когда вы залутались, советую вам найти транспорт. Он очень увеличит ваши шансы в файте, он даст вам возможность выбрать хорошую позицию, найти других людей и при этом не оказаться в таком положении, где просто вас начнут давить. У вас всегда будет возможность даже уехать. Когда ты залутался, ты должен найти какую-нибудь позицию на карте по типу там туалетов. Такая позиция, куда целая команда точно не будет крашить. И твоя задача сидеть в зоне в каком-нибудь туалете. Главный двигатель в этой игре — это поиск других людей. Вы ищете других людей, вы соревнуетесь с ними. Если вы их победили в файте, вы молодец, вы заработали килл. Если вы умерли от них, вы получили опыт. Мой главный совет: в любой ситуации старайтесь не просто бездумно играть, а старайтесь совершенствоваться. Подумайте о том, что бы вы могли сделать лучше. Или подумайте о том, как бы вы могли улучшить свою стрельбу, какое-то принятие решений, позицию. И поверьте, вы не заметите, как будете профессионалом. Нужно начекивать позиции, на которые ты хочешь заехать, и играть от этих позиций, и дальше уже смотреть следующие зоны, и также все через расчек двигаться по карте. Зона заставляет людей двигаться. В этом движении можно их поймать на ошибке. Потому что тяжело сделать что-то с человеком, когда он в позиции. Попытайтесь предугадать, что они захотят сделать. На паблике некоторые их решения могут быть иррациональными. Но чем будет по мере увеличения вашего опыта, по мере увеличения вашего ранга, будут попадаться все более продвинутые соперники, которые будут делать более логичные вещи, и вы сможете лучше их понимать, соответственно, чаще их побеждать. Если ты занимаешь
туалет, то нужно, чтобы этот туалет был в центре зоны, чтобы тебе нужно было совершать как можно меньше движений, чтобы там, во время того, когда ты сидишь в туалете, ты мог полистать тиктоки, попить пиво, там, неважно. И твоя задача просто сидеть и ждать, пока будут рядом какие-нибудь люди. Я думаю, лучше всего играть от центра зоны. От края тебе придется выпушивать, и это будет более сложный стиль игры. От края зоны я бы советовал играть скорее тем, кто хочет найти больше файтов, потому что ивенты расположены на карте диагонально, то есть противоположны друг от другу таким образом, чтобы при любом самолете человек мог долететь до ивента. Это значит, что если круг будет центроваться или просто сходиться куда-то, у вас, вероятнее всего, с двух сторон будут идти люди как бы к центру зоны. Создастся такая ситуация, что по краям будет очень много стычек, очень много файтов. Если вы уверенный игрок, советую кататься по краю, искать эти файты, искать, где люди находятся в диспозиции. Может быть, вы увидите файт какой-то другой команды, сами в него подъедете, получите там пару килов фрагов. А в центре играть банально, если вы хотите поднять рейтинг, если вы хотите расчилочного геймплея, если вы пришли помурлыкать с девочкой, вот, отличный вариант для вас. Для новичков это опасная зона, потому что аирдропы очень много внимания привлекают и очень большое скопление возле аирдропов, поэтому эта область уже становится опасной, и там надо уметь хорошо стрелять, то есть если вы новичок и плохо стреляете, то лучше первое время не соваться на аирдропы, а играть более как-то сейвово. Сначала нужно оценить обстановку, есть ли какие-то враги. Может, если есть, то, я думаю, лучше не стоит лутать, и можно будет закрысить на их лутинге дропа. А если рядом никого, то, я думаю, почему бы и нет, можно и залутать. Аирдропы лутать нужно, потому что они дают вам full Т3 броню. Т3 броня очень важна в этой игре. Очень многие люди недооценивают ее. PUBG Mobile — это такая игра, где каждая мелочь формирует какую-то большую картину. Представьте, что ваша победа — это пазл. И только сложив все мелкие детали, вы получите общую картину. Поэтому важно лутать хорошую броню, хорошие обвесы, и все это есть в аирдропе. Ну, просто, чем не мечта. Очевидно, если ты играешь от третьего лица, это, да, и первое, это преимущество. Все зависит от ситуации, у тебя не всегда это получится, поэтому, ну, если есть опция, то да, надо брать. Если у тебя будет оружие с глушителем, никто никогда не узнает, откуда ты стреляешь, и ты будешь убивать разных людей различными способами. Я бы рекомендовал всегда занимать высоту, хайграунд, потому что это ключ к победе. Высота дает вам информацию, а также вас тяжело убить, банально к вам тяжело подойти, вы занимаете высоту, вы всех видите, вас никто не видит. Но всегда будьте готовы к тому, что враг может видеть вас с любой позиции. То есть если вы смотрите вверх, сверху вниз, да, вы видите много, но поверьте, все, что вы видите, также, скорее всего, сможет увидеть вас, когда вы будете стрелять. Будьте аккуратны. Ты, короче, должен лежать в траве, скинуть рюкзак и ползти в зону. Просто ползешь и крысишь всех на пути. Это вот успешный успех. Прежде всего, лейт нужно играть от информации, которую вы собрали перед ним. Вы заходите в лейт, вы понимаете, что людей мало, ищете, где слабые позиции, какие позиции будут выжиматься, что вам выгоднее сначала убить. Думайте о том, где вы можете заработать как можно больше поинтов, больше очков, как вы можете использовать грамотно утилити. Всегда думайте о том, что важно оставить одну гранату на какую-то уже очень маленькую зону, которую вы сможете дать и точно получить нок. Никогда не тратьте все до последнего. Всегда оставляйте хотя бы одну гранату, она вам очень поможет. Одна граната, один смог — это очень простой рецепт к победе. Если зона на открытом пространстве, то играйте от тачек. Можно сейвиться за тачками и также играть вместе с смоками. Нужно в лутинге иметь больше 5 смоков, чтобы разыгрывать лейт, а то и больше. Если зона на открытом пространстве, а ты находишься на какой-нибудь высоте, то можно просто всех убивать. Но если ты не на высоте и находишься с другими командами на открытом пространстве, то нужно тоже просто лежать. И все, и ползать до конца игры. Если зона на открытом пространстве, поможет ваша машина, потому что вашей машиной вы можете создать новое укрытие. Не забывайте машину в кемпе, всегда следите за ней, следите, чтобы было много бензина, это залог вашей победы. Если вдруг машины не оказалось, не забывайте про смоки, не забывайте про то, что если лечь в траву, вас никто не найдет, если, опять же, у них нет машины, потому что с машины у врага обзор больше, банально. И вы можете стать очень легкой мишенью. Думайте о том, что нужно дать как можно меньше подсказок вашим врагам, когда вы находитесь в открытой местности. Старайтесь меньше стрелять, менять позицию после стрельбы, и вы победите. Друзья, спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Надеюсь, вы почерпнули для себя много нового и уже совсем скоро составите нам конкуренцию.